Мои барабулечки, сегодня я вам расскажу за замечательный нео-нуар Энди Волка «Кровавый след» с Джеймсом Белуши в главной роли. Как же давно я мечтал посмотреть этот фильмец, и вот мне попалась версия с переводом Алексея Михалева. Как же я кайфанул, мои барабулечки! Сейчас вам буду спойлерить. Когда этот фильм только вышел в прокате, он собрал всего лишь $3 миллиона. Ну, из-за чего? Из-за того, что критики крутили носом, потому что они привыкли, что Джеймс Белуши снимается в фильмах типа К9 про собачку. А тут он играет Ловеласа, лижет женские письки. Конечно, они прозрели, но как только он вышел на VHS, на домашнем видео, сразу собрал в 3 раза больше. Фильм снимали во Флориде, в Эверглейдс и Форт Лодердейл. Вот, то есть там локации такие, что вы уже будете теребить свою влажную шмоньку. Так что, писечки, садитесь удобно, сейчас я вам все расскажу. Значит, начинается все красиво. Лежит наш детектив из Палм-Бич Джек Добсон на спине, как селедка на витрине, с дыркой в груди. Ну, то есть человек буквально уже отработал смену. Но нет, мои барабулечки, сейчас он нам все расскажет. Боже, как интересно. В общем, начинается флешбэк, потому что умирать это одно, а объяснить сюжет зрителю это святое. И дальше нам крутят назад, как старую кассету с привоза. У Джека проблемы, ему шлют письма с угрозами. Он с напарником Стивом сначала думает, что это типа мафия обиделась, сейчас будут разборки. А может это вообще все из-за брата Миши, который полез в политику. А политика, как мы знаем, это когда тебя еще не убили, но уже записали в очередь. Дальше у нас начинается настоящий цирк с помадой. Появляются мертвые женщины, и убийца зачем-то оставляет следы губной помады. То есть маньяк у нас не просто псих, а с эстетикой. Убивает, как будто на свидание собирается. У Джека есть очередная любовница Эллен. Ну, конечно, красивая, загадочная и подозрительная, как скидка 90%. И что вы думаете? Ее таки убивают. И все такие: а, может это ты, дорогой? Ну, что такое, очень удобно. И детектив, и маньяк в одном флаконе. Экономия бюджета. Ну, а дальше держитесь за стул. Вскрываются такие семейные тайны, что даже бабушки на лавочке сказали: ой, да ну его, давайте лучше про погоду. У Джека психологическая травма детства. И не просто меня в угол поставили, а прямо черный мрак. То есть ему учительница в прямом смысле садилась на лицо. То есть Джеку в детстве учительница преподавала вместо геометрии любовные треугольники. Тем временем Стив, напарник года, вместо расследования решает, что один хуй в пизде у Эллен это хорошо, но 2 намного лучше. Но что такое, у человека стресс, надо же как-то расслабиться. А тут как раз писька подвернулась. И ты смотришь и думаешь, что это такое? Это полиция или публичный дом? И это все при том, что дома жена Стива варит борщ, не ведая за ситуацию. Выясняется, что маньяком мог вполне оказаться сын той самой учительницы, которая когда-то преподавала Джеку совсем не математику. Ну, у парня просто не было времени на всякие там маньячества. Он был по горло занят, у него миссия поважнее — обойти всех спортивных мужиков города, проверить их на выносливость. Причем не в зале, а чисто по зову сердца. В постели. Эллен, кстати, тоже умирает, потому что в этом фильме выживают только те, кто вообще ни при чем. А Джек такой: ладно, поехали прятаться с женой Стива. Она-то давно прыгала на хуйце. А тут как раз в кустиках самое время для новых отношений. Осталось только табличку повесить: маньяк на отдыхе, просьба не беспокоить. Стив наконец-то включает мозг и понимает, что Джек это таки и есть маньяк. Приезжает спасать жену, стреляет в Джека. Ты смотришь и думаешь: минуточку, что происходит? А это только антракт, мои барабулечки. Оказывается, внимание, барабанная дробь, Джек не умер. Он все это подстроил, как одесский сосед, который случайно отключил воду, чтобы проверить, кто первым прибежит жаловаться. Настоящий маньяк, оказывается, брат Миша, который
политик. На что, у вас были какие-то другие варианты? Джек устраивает ловушку в отеле, Мишенька приходит, пытается снова кого-то душить. Ну что такое, человек любит стабильность. И тут врывается Стив с пистолетом и хуйцом, и живой Джек. А Мишенька в шоке, я думал, что ты помер. А Джек такой, а я думал, ты нормальный, мы оба ошибались.